Привет! Это краткая сводка событий перед следующими главами. Путь во дворец Легкого Мороза, где тайная слежка оборачивается взломом печатей и взрывной конфронтацией. Во-первых, гениальная стратегия Зайца. Хань Ли маскирует корабль мощным водным барьером и неделями незаметно летит следом за врагами через ледяную пустошь. Он позволяет соперникам прорубать путь и делать всю грязную работу по поиску и уничтожению смертоносных барьеров дворца. Удобно и экономично. Во-вторых, роковая случайность рушит безупречный план. Пока соперники изматывают себя на защитных барьерах, маскировка Хань Ли внезапно спадает. Каменная плита в сумке начинает вибрировать, словно забытый на полной громкости мобильник. Недели идеальной слежки и выдает собственное снаряжение в самый ответственный момент. Наконец, мастер-класс психологической войны. Сюньшань бьет из-под тишка магией Золотого Меча, но Хань Ли легко блокирует удар. Вместо долгой схватки он использует слова как оружие. Вслух задается вопросом, не предназначался ли этот удар союзнику, патриарху Холодного Пламени. Одна фраза мгновенно сеет паранойю и разрушает хрупкий альянс врагов. Маски сброшены, бывшие союзники готовы вцепиться друг другу в глотки, а сокровища дворца ждут победителя. А теперь слушаем дальше. Глава 416. Объединение сил. Не поддавайтесь на его попытки поссорить нас, товарищ Даос Холодного Пламени. У меня не было другой цели, кроме как принять меры предосторожности на случай, если враги появятся на сцене, пока мы будем заняты разрушением этих ограничений, и, похоже, мои усилия были весьма необходимы, сказал Сюньшань. Лицо патриарха Холодного Пламени немного смягчилось, услышав это, но он все еще нерешительно раздумывал, кому верить. Неужели? В таком случае, зачем вы призвали флаг тайком, не сказав товарищу Даосу Холодного Пламени? Спросил Хань Ли с легкой улыбкой. Это действительно было моей оплошностью, признался Сюньшань с некоторым смущением. На самом деле он призвал флаг не для того, чтобы напасть на патриарха Холодного Пламени. Это был просто скрытый козырь, который он мог использовать, чтобы перехватить инициативу в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Конечно, он был готов использовать его против патриарха Холодного Пламени, если это будет необходимо, но, учитывая обстоятельства, это было не так-то просто объяснить. Вы не виноваты, товарищ Даос Сюн. Я просто был слишком доверчив и подвержен чужим словам, равнодушно сказал патриарх Холодного Пламени. Сюньшань понимал, что виноват, поэтому не стал больше зацикливаться на этой теме. Я бы считал вас своим знакомым, товарищ Даос Холодного Пламени. В этом дворце Легкого Мороза наверняка найдется много ценных сокровищ, но это также очень опасное место, так почему бы нам не объединить усилия и не исследовать его вместе? Вы знаете мои силы, и уверен, вы понимаете, что я могу оказать вам большую помощь, сказал Хань Ли. Патриарх Холодного Пламени слегка нахмурился, услышав это, и ничего не ответил. Будьте уверены, товарищ Даос Холодного Пламени, я просто хочу отплатить вам за то, что вы даровали мне искусство происхождения Великой Вселенной. Я не святой, но в то же время я не опущусь до того, чтобы плести интриги против своих союзников, сказал Хань Ли, бросив едва заметный взгляд на Сюньшаня, на что тот холодно фыркнул. Патриарх Холодного Пламени мгновение взвешивал свои варианты, а затем улыбнулся и сказал: «Хорошо, в таком случае я буду полагаться на вашу заботу, товарищ Даос Хань». Взаимно, товарищ Даос Холодного Пламени. Может, сначала мы разрушим это последнее ограничение? Предложил Хань Ли с улыбкой. Что все это значит? Вмешался Сюньшань с мрачным выражением лица. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, товарищ Даос Сюн. Между нами нет никакой вражды, просто вы напали на меня, не дав мне возможности объясниться, и это привело к недоразумению. На мой взгляд, давайте оставим это дело позади. В данный момент у всех нас есть общая цель, поэтому мы должны работать вместе, чтобы разрушить это ограничение. В конце концов, время дорого, сказал Хань Ли, повернувшись к Сюньшаню. Сюньшань помолчал, а затем с улыбкой ответил: «Я согласен, товарищ Даос Хань. Пожалуйста, простите меня за мои предыдущие необдуманные действия, товарищ Даос Холодного Пламени. Если мы найдем во дворце какие-нибудь сокровища, вы сможете выбрать первым. Не стоит извиняться, товарищ Даос Сюньшань. Теперь, когда к нам присоединились товарищ Даос Хань со своей спутницей, наши шансы на успех, естественно, будут выше, чем раньше. Кстати, могу ли я узнать ваше имя?» — спросил патриарх Холодного Пламени, повернувшись к Луи Цин.
Сюншань, услышав это, тоже обратил свое внимание на Луи Цин. «Вы слишком добры, старший. С моим ничтожным уровнем развития я не смею считать себя равной вам двоим. Я просто сопровождаю брата Ханя, чтобы расширить свой кругозор, и буду более чем довольна, если вы сможете уделить мне несколько сокровищ, которые не соответствуют вашим стандартам», поспешно ответила Луи Цин. Было ясно, что Хань Ли представился патриарху Холодного Пламени под другим именем, поэтому она немедленно внесла коррективы и начала называть Хань Ли брат Хань, а не брат Лю. Выражение лиц патриарха Холодного Пламени и Сюншаня немного смягчилось, услышав это. Чем больше времени мы тратим здесь, тем выше вероятность того, что что-то может пойти не так, поэтому давайте начнем прямо сейчас. Продолжайте делать то, что делали раньше, и я тоже окажу вам помощь в разрушении этого ограничения, сказал Хань Ли. Патриарх Холодного Пламени и Сюншань кивнули в ответ, и последний взмахнул рукавом, убирая свой золотой меч и золотой флаг, а затем полетел на прежнее место, чтобы возобновить свои усилия. Патриарх Холодного Пламени тоже начал действовать, и 5 духовных сокровищ в воздухе снова засветились, когда столб пятицветного света возник вновь. От звездного светового барьера исходил слой ослепительного звездного света, и по его поверхности струились бесчисленные звезды, представляя собой захватывающее зрелище. Шары пятицветного света вылетели из столпа света, прежде чем ударить по звездному световому барьеру, и раздался ряд оглушительных взрывов, заставивших звездный световой барьер непрерывно дрожать. Тем временем Хань Ли убрал свои 7 колец яркой звезды, а затем сосредоточил всю свою мощь на искусствах происхождения Великой Вселенной, и его руки мгновенно окутал сияющий звездный свет. Вслед за этим он с яростной мощью обрушился на звездное ограничение внизу, выпустив шквал проекций кулаков, которые обрушились на звездный световой барьер. Луи Цин тоже делала все, что могла, чтобы помочь, призвав лазурный веер из перьев, которым она взмахнула в воздухе, послав бесчисленные лазурные ветреные лезвия в сторону звездного светового барьера. Их объединенные усилия были чрезвычайно грозными, и звездный световой барьер не смог выдержать натиска, быстро сократившись до тонкого слоя. Однако, именно в этот момент небо над островом внезапно начало грохотать, и белый туман наверху закружился, образовав грозный вихрь. Хань Ли слегка нахмурился, глядя в небо, а Сюншань крикнул: «Ограничение пытается черпать звездную силу с небес, чтобы пополнить себя. Если мы не разрушим его сейчас, то вскоре оно полностью восстановится, так что сейчас или никогда, верно, мы не можем позволить ему восстановиться». Поддержал его патриарх Холодного Пламени. Они быстро сложили ручные печати, и столб пятицветного света значительно посветлел, когда изнутри выстрелило бесчисленное множество шаров пятицветного света, которые в мгновение окслились, образовав еще один грозный шар света, прежде чем обрушиться на звездный световой барьер. Хань Ли тоже откликнулся на призыв, превратившись в гигантскую обезьяну среди вспышки золотого света. В то же время на его груди и животе появилось 18 пятнышек звездного света, дополняющих золотой свет, исходящий от остальной части его тела. Гигантская обезьяна ударила себя кулаками в грудь, а затем издала громовой рев, прежде чем яростно взмахнуть кулаком в воздухе. Мгновенно появилась грозная золотая проекция кулака, вокруг которой вращались полосы звездного света, и проекция кулака обрушилась на звездный световой барьер. Луи Цин тоже удвоила свои усилия, и ее лазурный веер из перьев начал излучать ослепительный лазурный свет, и он выпустил лазурного ветреного дракона, который спикировал вниз с яростной силой. Несколько оглушительных взрывов раздались один за другим, и на звездном световом барьере, наконец, начали появляться трещины. С последним оглушительным взрывом звездный световой барьер взорвался, превратившись в бескрайнее пространство звездного света, но вместо того, чтобы рассеяться, весь звездный свет быстро слился, образовав грозный вихрь, который излучал неописуемо грозную силу всасывания. Хань Ли и остальные не успели среагировать, прежде чем их затянуло в вихрь, и Хань Ли тут же охватило головокружение, когда весь мир превратился в неразличимое пятно. Придя в себя, он обнаружил, что стоит на просторной каменной платформе. Патриарх Холодного Пламени и остальные тоже были рядом, но их глаза были плотно закрыты, и казалось, что они еще не пришли в себя. Каменная платформа выглядела довольно древней. Она имела темно-лазурный оттенок и была размером более 300 метров. Под Хань Ли и остальными находилась телепортационная формация, которая все еще работала и излучала порывы белого света. У Хань Ли все еще немного кружилась голова, и он энергично потряс головой, чтобы избавиться от головокружения, прежде чем осмотреть окрестности. В этот момент он находился в синем пространстве с солнцем над головой. По небу плыли белые облака, и дул легкий ветерок, что резко контрастировало с туманным и зловещим Черным морем, которое они видели раньше. Это, должно быть, и был настоящий дворец легкого мороза. Примерно в полукилометре от каменной платформы находилась гора, вершина которой была скрыта в облаках, что указывало на то, что ее высота должна быть не менее 3 километров.
склоны горы были чрезвычайно крутыми, и вся она была серебряного цвета. На вершине горы находился шар слабого фиолетового света, и Хань Ли мог разглядеть очертания фиолетового дворца внутри этого шара света. Крутая лестница вела прямо от фиолетового дворца к подножию горы, и лестница была сверкающего фиолетового цвета, представляя собой захватывающее зрелище, как будто это была лестница в небеса. Хань Ли слегка нахмурился, увидев это. По какой-то причине эта обстановка показалась ему знакомой. Он снова осмотрел окрестности, пытаясь вспомнить, когда он видел это место раньше, но безуспешно, поэтому он мог только отложить эти мысли на потом, готовясь покинуть телепортационную формацию. Однако, как только он попытался покинуть формацию, из нее вырвался поток грозной силы, зафиксировав его тело на месте и парализовав его. Он немедленно перевел взгляд на белый свет вокруг себя, и в его глазах мелькнуло задумчивое выражение. Вскоре патриарх холодного пламени, Сюн Шань и Луи Цин тоже по очереди пришли в себя, и Луи Цин начала осматриваться с благоговейным выражением лица. Напротив, патриарх холодного пламени и Сюн Шань совершенно не обращали внимания на окружающую обстановку, повернувшись, чтобы посмотреть на фиолетовый дворец на вершине горы с горящим взглядом в глазах. Однако, ни один из них не двинулся с места. Так вот он, дворец легкого мороза. Действительно захватывающее место, похвалила Луи Цин, пытаясь сделать шаг вперед, но обнаружила, что ее тело тоже зафиксировано на месте, как и у Хань Ли. Телепортационная формация все еще работает. Мы сможем выбраться только после того, как она полностью прекратит работу, пояснил патриарх холодного пламени. Луи Цин благодарно кивнула ему, услышав это, а Хань Ли тоже молча взглянул на него. Он намеренно вбил клин между патриархом холодного пламени и Сюн Шанем, чтобы привлечь первого на свою сторону, и он сделал это потому, что патриарх холодного пламени уже был в этом месте однажды. Исследовав множество секретных районов в прошлом, Хань Ли знал, насколько ценным может быть опытный проводник. Глава 417. Преследователи. Телепортационная формация под Хань Ли и остальными продолжала работать, но она становилась все медленнее, и белый свет, который она излучала, также быстро угасал. Тем временем все четверо хранили молчание и больше не предпринимали никаких попыток пошевелиться. Они потратили это время, чтобы осмотреть окрестности, но, конечно, большая часть их внимания была сосредоточена на этой серебряной горе. Тоска в глазах патриарха холодного пламени и Сюн Шаня становилась все более и более явной, в то время как Хань Ли оставался бесстрастным, в то время как глаза Луи Цин постоянно метались по сторонам, время от времени украдкой поглядывая на патриарха холодного пламени и Сюн Шаня. Некоторое время спустя работа системы телепортации, наконец, полностью прекратилась, и весь белый свет также померк, позволив Хань Ли и остальным выйти из системы. «Идемте». Выйдя из формации, патриарх холодного пламени и Сюн Шань спустились с каменной платформы, затем бросились к длинной лестнице у подножия Серебряной горы, но они воздержались от полета. «Давайте последуем за ними», — сказал Хань Ли Луи Цин, затем тоже быстро спустился с каменной платформы. Вскоре после того, как они вчетвером покинули телепортационную формацию, каменная платформа позади них резко содрогнулась, сразу же после чего система телепортации снова начала излучать ослепительно белый свет. Хань Ли и все остальные были весьма удивлены таким поворотом событий, и они немедленно остановились, прежде чем обернуться, как раз в тот момент, когда в телепортационной формации появилась группа из 6 или 7 фигур. Эти люди были никем иными, как культиваторами секты призрачного вопля в черных одеждах, и возглавлял их мастер секты Чэнь Пи. «Сюэхань!» — воскликнул патриарх холодного пламени при виде мастера секты призрачного вопля. Намек на недоумение промелькнул в глазах Хань Ли, когда он услышал это. Мастер секты призрачного вопля, явно был представлен ранее как Чэнь Пи, в то время как Сюэхань был именем одного из старейшин вездесущего павильона и одного из 2 золотых бессмертных, которые напали на секту священных марионеток. После того, как Сюэхань только что появился в телепортационной формации, выражение его лица было немного ошеломленным, но затем он немедленно пришел в себя. Он огляделся по сторонам, и его взгляд на мгновение остановился на Хань Ли и Луи Цин, прежде чем немедленно переключиться на Сюн Шаня и патриарха холодного пламени. Тем временем Сюн Шань и патриарх холодного пламени обменялись недоуменными взглядами друг с другом. Прошло совсем немного времени, прежде чем Сюэхань заметил фиолетовый дворец на вершине горы, и на его лице мгновенно появилось восторженное выражение, когда он захихикал. «Я так и знал», в глазах патриарха холодного пламени промелькнул страх, когда он спросил: «Сюэхань, почему ты здесь? Ты думал, тебе удалось отделаться от нас, не так ли? Я знал, что у тебя были скрытые мотивы войти в бессмертное поместье, поэтому я намеренно позволил тебе уйти, но мы следили за тобой все это время».
Но я не мог себе представить, что ты приведешь нас во дворец легкого мороза, фыркнул Сюэхань. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурил брови. Его весьма беспокоило то, что по дороге сюда он совершенно не смог обнаружить культиваторов секты призрачного вопля. Однако, учитывая базу совершенствования стадии золотого бессмертного Сюэхана, и если у него были какие-то специальные техники маскировки в рукаве, то, безусловно, возможно, что они оставались незамеченными Хань Ли все это время. В этот момент выражения лиц патриарха Холодного Пламени и Сюншаня значительно омрачились. Они думали, что вели себя довольно скрытно и осторожно, но все это время за ними следовали две группы людей, которых совсем не замечали. Они подали друг другу знак, а затем одновременно повернулись и бросились к лестнице так быстро, как только могли. Хань Ли и Луи Цин обменялись взглядами и немедленно последовали за ними. Сюэхань остался совершенно равнодушным, увидев это, и холодно усмехнулся. «Вы думаете, что сможете от меня сбежать? В ваших влажных мечтах не было никакого способа, которым группа из 4 истинных бессмертных смогла бы сбежать от такого опытного золотого бессмертного, как он сам, особенно там, где явно было закрытым пространством без выхода». Имея это в виду, он решил сразу преследовать Хань Ли и остальных, но также обнаружил, что его удерживает на месте взрыв грозной силы, обездвиживающий его, несмотря на его базу совершенствования стадии золотого бессмертного. Он немедленно издал низкий рев, сопротивляясь изо всех сил, но, к его удивлению, его усилия оказались тщетными. В этот момент другие культиваторы секты призрачного вопля также начали приходить в сознание один за другим, только чтобы обнаружить, что они также не могут двигаться. Хань Ли и остальные воспользовались этой возможностью, чтобы как можно быстрее броситься к подножию серебряной лестницы, после чего патриарх Холодного Пламени и Сюншань немедленно направились вверх по лестнице. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он заметил, что они значительно замедлили шаг, ступив на лестницу, и он осторожно ступил на первую ступеньку. Слой слабого желтого света всплыл над ступенькой под его ногой, и на него мгновенно обрушился взрыв огромной силы. Луи Цин тоже ступила на лестницу, после чего ее тело сразу же слегка покачнулось, а на лице появилось встревоженное выражение. Ее брови слегка нахмурились, когда слой лазурного света появился над ее телом, затем трансформировался в проекцию журавля, который расправил крылья в попытке взлететь, но, независимо от того, насколько отчаянно проекция лазурного журавля хлопала крыльями, удерживающая сила, действующая на Луи Цин со ступеньки под ее ногой, нисколько не уменьшалась. Гравитационному ограничению на этой лестнице нельзя противостоять с помощью бессмертной духовной силы или каких-либо духовных сокровищ, поэтому вы можете полагаться только на свою собственную физическую силу, объяснил патриарх Холодного Пламени. Учитывая текущую ситуацию, боюсь, мне придется продолжить свой подъем. Удачи вам. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он услышал это, в то время как лицо Луи Цин слегка побледнело в ответ. Тем временем патриарх Холодного Пламени продолжал быстро взбираться по лестнице. Также развив искусство происхождения Великой Вселенной, он достиг грозной физической силы, и на данный момент он уже поднялся на 40 ступеней. Физическая мощь Сюншаня была недостаточной по сравнению с патриархом Холодного Пламени, но он явно был также подготовлен, и он был в состоянии не отставать от патриарха Холодного Пламени. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он повернулся, чтобы взглянуть на культиваторов секты призрачного вопля, которые все еще были заперты в телепортационной формации. Белый свет, исходящий от формации, быстро угасал, и пройдет совсем немного времени, прежде чем они будут освобождены. «Быстрее!» — поторопил он, начиная быстро взбираться по лестнице. Луи Цин взмахнула рукавом в воздухе, чтобы рассеять лазурный свет вокруг себя, затем глубоко вдохнула и тоже начала подниматься по лестнице. Гравитационное ограничение на лестнице действительно было довольно серьезным, но как культиватор ранней стадии истинного бессмертного, над ее физической силой не стоило насмехаться, поэтому она также поднималась по ступенькам в приличном темпе. Взволнованное выражение появилось на лице Сюэхана, когда он наблюдал, как Хань Ли и остальные взбираются по лестнице. В этот момент он уже понял, что дальнейшая борьба будет бесполезной, поэтому смирился с ожиданием. Наконец, белый свет, исходящий от системы телепортации, полностью померк, и он немедленно скомандовал за ними. Сразу же после этого он полетел к Хань Ли и другим так быстро, как только мог. За ним последовали другие культиваторы секты призрачного вопля, но как только они вылетели с каменной платформы, они внезапно начали падать на землю мертвым грузом. Они врезались в землю один за другим под череду оглушительных взрывов, при этом оставив в земле несколько огромных кратеров. Они поспешно поднялись на ноги, и хотя они не были ранены, вид у них был довольно растрепанный. Некоторые из них приземлились вниз головой, и в результате были немного ошеломлены. Сюэхань был в ярости от смущения, которому он подвергся, и никто из других культиваторов секты призрачного вопля не осмелился ничего сказать при виде его разъяренного выражения лица.
Ну и что с того, что здесь действуют ограничения на полеты? Я выслежу вас всех, несмотря ни на что, и как только я это сделаю, вы пожалеете, что вообще пошли против меня. Сплюнул Сюй Хань сквозь стиснутые зубы. Сразу же после этого он бросился к лестнице так быстро, как только мог, сопровождаемый другими культиваторами секты призрачного вопля. Вскоре все они оказались у подножия серебряной лестницы, прежде чем немедленно начать подъем. Как только он ступил на первую ступеньку, брови Сюй Хана мгновенно нахмурились, и он глубоко вздохнул, предупреждая: здесь довольно серьезное ограничение, так что будьте настороже. Все остальные культиваторы секты призрачного вопля поспешно дали утвердительные ответы, в то время как Сюй Хань бросил взгляд на Хань Ли и остальных, прежде чем отправиться в погоню за ними. Он смог взобраться по лестнице с поразительной скоростью, быстро образовав довольно большой разрыв между собой и остальными культиваторами секты призрачного вопля, и казалось, что гравитационное ограничение здесь вообще не сильно повлияло на него. К этому моменту Хань Ли и остальные уже преодолели 500 ступенек, а патриарх холодного пламени и Сюн Шань шли далеко впереди, а Хань Ли и Луи Цин вместе поднимались по лестнице на небольшом расстоянии позади них. Заметив, что происходит внизу, на лице патриарха холодного пламени появилось мрачное выражение, и слой слабого звездного света покрыл его тело, когда он резко ускорился. Брови Сюн Шаня слегка нахмурились, когда он увидел это, и слой золотого света покрыл его тело, когда он также резко ускорился. Тем временем Луи Цин уже обильно потела, и с каждым шагом, который она делала, ее тело слегка вздрагивало. С каждым последующим шагом гравитационное ограничение становилось немного сильнее, и в этот момент гравитационная сила увеличилась уже в 3-4 раза, чем на первом шаге. Луи Цин повернулась, чтобы взглянуть на Хань Ли, и с удивлением обнаружила, что он, казалось, совсем не сопротивлялся. Однако в его глазах было довольно странное ошеломленное выражение, как будто его мысли были где-то совсем в другом месте. «Брат Лю», — позвала его Луи Цин по голосовой передаче. Хань Ли немедленно пришел в себя, затем повернулся к ней и спросил: «В чем дело?» Луи Цин заставила себя улыбнуться и сказала: «Ограничение здесь слишком сильное, чтобы я могла продолжать. Иди без меня, брат Лю». Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это, и, обернувшись, он увидел, что Сюй Хань быстро взбирается по лестнице, делая это с такой легкостью, что даже не останавливался, переходя со ступеньки на ступеньку. В этот момент не должно было пройти много времени, прежде чем он догонит их. Тем временем патриарх холодного пламени и Сюн Шань только ускорялись, и они уже оставили Хань Ли и Луи Цин далеко позади. Глава 418. Тяжелый подъем. Не беспокойтесь обо мне, брат Лю. Эти люди не держат на меня зла, и я, в конце концов, лишь ничтожество в их глазах, так что я уверена, они ничего мне не сделают, сказала Луи Цин. Хань Ли на мгновение заколебался, а затем внезапно подошел к Луи Цин и подхватил ее на руки. Луи Цин не успела даже среагировать, как ее подхватили, и сила тяжести, тянувшая ее вниз, мгновенно исчезла. Нагрузка на Хань Ли увеличилась вдвое. Однако, это все еще было в пределах его возможностей, и он начал быстро взбираться по лестнице. «Брат Лю, я согласился взять тебя с собой, поэтому я должен сделать все возможное, чтобы обеспечить твою безопасность», равнодушно сказал Хань Ли. Луи Цин опустила голову, в ее глазах читался сложный набор эмоций. И патриарх холодного пламени, и Сюн Шань заметили поступок Хань Ли и были весьма удивлены. «Похоже, ты нашел себе союзника Лавеласа, товарищ Даос холодного пламени». «Должен сказать, я восхищаюсь его смелостью», насмешливо произнес Сюн Шань с издевательской усмешкой. Патриарх холодного пламени, услышав это, слегка нахмурился. Даже со своей физической силой и тщательной подготовкой он не смел относиться к этому гравитационному ограничению легкомысленно и, конечно же, не был оптимистичен в отношении шансов Хань Ли преодолеть лестницу с дополнительной нагрузкой. Поэтому он холодно посмотрел на Хань Ли, а затем отвел взгляд. Тем временем Хань Ли все больше ускорялся, настолько, что его скорость сравнялась со скоростью Сюй Ханя, и в результате разрыв между ними неуклонно сохранялся. Сюй Хань, увидев это, слегка нахмурился, а патриарх холодного пламени и Сюн Шань были весьма удивлены. Они никогда не ожидали, что Хань Ли в этой ситуации будет только ускоряться. На самом деле он начал медленно догонять их. Оба немедленно удвоили свои усилия, еще больше ускорившись, и вскоре прошел час. К этому времени все они уже преодолели половину лестницы, и патриарх холодного пламени и Сюн Шань все еще лидировали, но Хань Ли отставал от них всего на 30 ступеней, а Сюй Хань примерно на 100 ступеней от Хань Ли. Что касается остальных культиваторов секты призрачного вопля, то они уже так далеко позади, что стали не более чем крошечными черными точками вдали. К этому моменту гравитация на лестнице уже достигла невероятной силы, и все значительно замедлились.
Все тело патриарха холодного пламени было окутано слоем яркого звездного света, напоминающим вуаль, что придавало ему таинственный и могущественный вид. Он все еще шел впереди, поднимаясь по ступеням с относительно постоянной скоростью. Тем временем кожа Сюншаня, помимо исходящего от него сияющего золотого света, также приобрела золотистый оттенок, и он стал похож на золотую статую, излучающую колоссальную ауру физической силы. Он был на несколько ступеней позади патриарха холодного пламени, но продвигался также плавно. Патриарх холодного пламени, увидев это, был весьма удивлен. Он понял, что Сюншань использует очень грозную секретную технику закалки тела. Сюншань не владел этой способностью в прошлый раз, когда они были здесь, поэтому, скорее всего, он обрел ее с момента последнего появления бессмертного поместья специально для этой цели. Впрочем, это не было сюрпризом, поскольку он также тщательно готовился все эти годы. Патриарх холодного пламени перевел взгляд еще ниже по лестнице и обнаружил, что тело Хань Ли также покрыто слоем звездного света, и хотя он нес Луи Цин, он, казалось, совсем не напрягался, продолжая подниматься по лестнице спокойно и размеренно. Что касается Луи Цин, то она была абсолютно неподвижна, глаза ее были плотно закрыты, как будто она спит. Патриарх холодного пламени, увидев это, был поражен, и он только сейчас начал осознавать, что физическая сила Хань Ли гораздо больше, чем он себе представлял. Хань Ли, казалось, почувствовал взгляд патриарха холодного пламени и, подняв глаза, встретился с ним взглядом. Патриарх холодного пламени довольно натянуто улыбнулся Хань Ли, а затем поспешно отвел взгляд. Хань Ли сохранил невозмутимое выражение лица, также отвел взгляд от него и обратил внимание на вершину серебряной лестницы. По его оценкам, на этой лестнице было около 10 тысяч ступеней, и ему оставалось преодолеть еще более 3000 ступеней, чтобы добраться до вершины. Он пока использовал лишь малую часть своей физической силы, поэтому, если скорость увеличения силы тяжести останется прежней, он предполагал, что сможет добраться до вершины лестницы без особых проблем. Однако Хань Ли обернулся и увидел, что Сюй Хань ничуть не отстает. Его физическая сила была довольно средней, поэтому у него не было особого преимущества в преодолении этой лестницы, но, в конце концов, он все еще был золотым бессмертным. Возможно, при такой скорости он не сможет догнать Хань Ли и остальных, но, скорее всего, тоже сможет добраться до вершины лестницы, и как только это произойдет, он, несомненно, немедленно набросится на них. Хотя Хань Ли не боялся его, битвы с золотым бессмертным он, естественно, хотел избежать. Поэтому исходящий от его тела звездный свет стал еще ярче, и он еще больше ускорился. Патриарх холодного пламени и Сюншань, увидев это, были поражены, и им оставалось лишь ускориться самим, чтобы сохранить лидерство. Однако, вскоре Хань Ли оказался прямо за ними, и при такой скорости он вскоре обгонит их. Патриарх холодного пламени, увидев это, слегка нахмурился. Несмотря на то, что он согласился заключить союз с Хань Ли, дворец Легкого Мороза был совсем рядом, и он, конечно же, не собирался позволить Хань Ли добраться туда раньше него. Поэтому он издал низкий рык, и звездный свет, исходящий от его тела, также стал значительно ярче, в то время как на его коже проявилась истинная экстремальная мембрана. В то же время его тело резко увеличилось в размерах, особенно конечности стали значительно толще, и он снова смог ускориться. Сюншань, естественно, не хотел оставаться позади и начал читать заклинание, кожа его приобрела более темный оттенок и металлический блеск, что сделало его еще более похожим на золотую статую. Кроме того, его рост также значительно увеличился, а вместе с ним значительно возросла и скорость. Когда все трое резко ускорились, Сюй Хань мгновенно отстал, к его ужасу и ярости. Его уровень развития намного превосходил уровень троицы Хань Ли, но его физическая сила не была чем-то особенным, и он не готовился к этому заранее, поэтому уже выкладывался на полную, просто чтобы поддерживать такую скорость. В его глазах появилось встревоженное выражение, когда он увидел, как троица Хань Ли все больше и больше отдаляется от него. Он махнул рукавом, выпустив полосу белого света, в которой находился белый талисман, на котором было изображено нечто, напоминающее гигантское человекоподобное божество. Он приложил талисман к себе, и тот мгновенно исчез в его теле, после чего вокруг него вспыхнул ослепительный белый свет. В то же время по его телу быстро распространились белые духовные жилы, и его физическая сила значительно возросла, что позволило ему не отставать в гонке к вершине. Хань Ли, увидев это, поднял бровь и определил белый талисман как талисман духовной силы гиганта, мощный бессмертный талисман, способный увеличить физическую силу. Однако, его это не слишком волновало. В конце концов, такой талисман неизбежно должен был вскоре потерять свою силу. Прошло около 15 минут, и теперь всем оставалось около 1000 ступеней до вершины лестницы. К этому времени, несмотря на то, что патриарх холодного пламени и Сюншань ускорились, Хань Ли все еще мог догнать их, но не обгонял, и все трое поднимались по лестнице бок о бок.
Что касается Сюэханя, то он явно начал сдавать. Белые духовные жилы на его теле стали совсем тусклыми, на лбу выступил легкий пот, а дыхание стало затрудненным. Ранее он отставал всего на 100 ступеней, но с тех пор этот разрыв увеличился до 300 ступеней. Более того, его темп замедлялся, в то время как троица Ханьли продолжала быстро продвигаться, и разрыв между ними только увеличивался. В конце концов, его талисман не смог преодолеть огромную разницу в физической силе. На лице Сюэханя появилось неуверенное выражение, когда он посмотрел на троицу Ханьли. При такой скорости они должны были добраться до вершины гораздо раньше него. Поэтому он перевернул руку ладонью вверх, призывая черную нефритовую шкатулку размером с ладонь, которая излучала тепло и уют, ясно указывая на то, что шкатулка была изготовлена из какого-то чрезвычайно ценного материала. На шкатулке было наклеено несколько талисманов, все они мерцали духовным светом, указывая на то, что все, что находится в шкатулке, надежно спрятано. Сюэхань открыл рот, выпустив поток черного света, окутавший нефритовую шкатулку, и все талисманы на шкатулке немедленно слетели, после чего исходящий от них духовный свет полностью погас, указывая на то, что это были одноразовые талисманы. Сюэхань не обратил внимания на эти использованные талисманы и осторожно открыл нефритовую шкатулку, в которой лежала черная пилюля размером примерно с голубиное яйцо. Пилюля излучала черный свет, в котором можно было разглядеть проекцию демонического зверя. Зверь напоминал дракона с одним рогом на голове и парой крыльев на спине. От черной пилюли исходили грозные энергетические колебания, смешанные с оттенком колебаний силы закона, и в глазах Сюэханя мелькнуло нежелание, но в конечном итоге он все же проглотил пилюлю. Несмотря на то, что троица Ханьли была далеко впереди Сюэханя, черная пилюля излучала настолько грозные энергетические колебания, что их внимание мгновенно было привлечено к нему, и на лице Сюншаня появилось ошеломленное выражение, когда он воскликнул: «Это пилюля эссенции мистического зверя. Что это за пилюля, товарищ Даос Сюн?» Немедленно спросил патриарх холодного пламени. Глава 419. Запрет на битву. Зрачки Ханьли сузились, когда он услышал этот обмен репликами. Благодаря флакону, контролирующему небеса, развитие его культивации в значительной степени зависело от потребления пилюль с тех пор, как он вернулся в царство бессмертных. Поэтому всякий раз, когда ему представлялась возможность, он просматривал всевозможные книги, связанные с созданием пилюль. Особенно это было актуально, когда он был еще в До Пылающего Дракона, и во время чтения он узнал о пилюле эссенции мистического зверя. Эта пилюля создавалась из плаценты или яиц некоторых могущественных зверей, которые использовались в качестве основных ингредиентов. Эти демонические звери часто обладали невероятно мощными физическими телами, и прием этой пилюли вселял силу родословной демонического зверя в тело потребителя. Это не только значительно увеличивало их физическую силу, но и давало шанс обрести врожденные способности этого демонического зверя. Если основные ингредиенты были получены от бессмертных зверей, которые обладали врожденным мастерством в использовании определенных сил закона, то существовала вероятность того, что полученная в результате пилюля эссенции мистического зверя также будет наделена теми же силами закона, тем самым выполняя ту же функцию, что и пилюля Да. Однако, пилюля была не менее сложна в создании, чем пилюля Да, а вспомогательные ингредиенты было очень трудно найти, что делало ее чрезвычайно редкой. Это, очевидно, была наделена силами закона, поэтому она была еще более примечательной, чем среднестатистическая пилюля эссенции мистического зверя. Сюншань кратко объяснил действие пилюли эссенции мистического зверя Ханьли и патриарху холодного пламени посредством голосовой передачи, и выражение лица последнего, услышав это, мгновенно сильно изменилось. Внезапно из тела Сюэханя вырвался поток сияющего черного света, и его слегка бледный цвет лица мгновенно вернулся в норму, а затем стал красным, как кровь. В то же время в его теле раздался треск и хлопки, а на открытых участках тела начали вздуваться толстые вены. Затем все его тело начало быстро расширяться, достигнув в мгновение ока вдвое большего размера, и его кожа покрылась слоем толстой черной чешуи, излучающей металлический блеск, а на кончиках пальцев появились острые черные когти. Внезапно он превратился в наполовину человека, наполовину дракона. Более того, мышцы на его лбу и спине яростно извивались, как будто из этих мест вот-вот что-то появится. Однако, в этот момент черный свет, хлынувший по его телу, утих, и извивающиеся мышцы тоже замерли. Когда чернота угасла, новый облик Сюэханя предстал во всей своей красе. В глазах Ханьли мелькнуло изумление. Эффект от пилюли эссенции мистического зверя был сравним с его божественными трансформациями. Достижение этих трансформаций было чрезвычайно трудной задачей для Ханьли, но Сюэхань смог достичь того же эффекта, просто приняв пилюлю. Ханьли еще немного посмотрел на Сюэханя,
затем отвел взгляд и продолжил подниматься по лестнице, а патриарх холодного пламени и Сюншань поспешно последовали за ним. Сюэхань легонько выдохнул, и из его рта вырвался резкий порыв ветра, с слышным звуком ударившись о каменную ступеньку перед ним. Затем он посмотрел на свое тело, прежде чем слабо вдохнуть. Поскольку он принял пилюлю эссенции мистического зверя в такой спешке, она оказалась не очень эффективной, и большая часть силы пилюли была потрачена впустую, но этого было достаточно. Сюэхань сделал шаг вперед, поднимаясь по 2 ступеньки за раз, и возобновил преследование троицы Ханьли. Ханьли и остальные не стали оборачиваться, чтобы посмотреть, что происходит позади них, но они могли с помощью своего духовного чувства определить быстрое приближение Сюэханя и поспешно ускорились. Однако, в этой новой форме скорость Сюэханя намного превосходила их, и вскоре разрыв между ними сократился до чуть более 100 ступеней. При такой скорости он смог бы догнать их не более чем за 15 минут. Сюншань слегка нахмурился и начал читать заклинание, и его тело еще больше увеличилось в размерах, вспыхнув золотым светом. В то же время все волосы на его голове быстро исчезли, и на его теле появилась золотая роба монаха. В мгновение ока он превратился в золотого архата. После этой трансформации Сюншань также смог подниматься по 2 ступеньки за раз, и он поднимался по лестнице со скоростью, сравнимой со скоростью Сюэханя. В глазах Ханьли мелькнуло удивление, и он также начал направлять свое искусство происхождения Великой Вселенной изо всех сил. В его теле раздался треск и хлопки, на груди и животе появилось 18 пятнышек звездного света, и из его тела вырвался поток грозной силы, отчего окружающее пространство задрожало и затрепетало. Ханьли продолжал подниматься по 1 ступеньке за раз, но ничуть не отставал от Сюншаня. В результате патриарх холодного пламени был мгновенно обогнан ими обоими, и в его глазах появилось встревоженное выражение, когда он также начал направлять свое искусство происхождения Великой Вселенной изо всех сил, и на его груди и животе также появилось 18 пятнышек звездного света, но, несмотря на то, что они использовали одно и то же искусство закалки тела, было ясно, что физическая сила Ханьли намного превосходила физическую силу патриарха холодного пламени. Поэтому, хотя патриарх холодного пламени также смог значительно ускориться, он все же был немного медленнее Ханьли, Сюншаня и Сюэханя. В результате Сюэхань начал догонять, и в своем стремлении уйти, патриарх холодного пламени перевернул руку ладонью вверх, призывая 4 или 5 талисманов разного цвета, все они он быстро наклеил на свое тело. Талисманы мгновенно слились с телом, и звездный свет вокруг него стал ярче, когда он снова ускорился, что позволило ему едва поспевать за Ханьли и Сюншанем. К этому времени им оставалось менее 200 ступеней до вершины. Ступени здесь стали еще круче, а сила тяжести увеличивалась гораздо быстрее, чем раньше, что вынуждало всех замедляться. Ханьли и Сюншань все еще могли стабильно продвигаться, несмотря на то, что были вынуждены снизить скорость, но этого нельзя было сказать о патриархе холодного пламени. Звездный свет, исходящий от его тела, значительно потускнел, и у него также перехватило дыхание, что указывало на то, что он не сможет продолжать в том же духе. Впрочем, Сюэхань находился в аналогичном положении. Большая часть черной чешуи на его коже уже отпала, лицо его немного побледнело, а шаги стали вялыми. На лице Сюэханя появилось выражение ярости и разочарования. Сила, родословной в пилюле эссенции мистического зверя, все еще не полностью слилась с его телом, и он не смог бы долго сохранять этот облик. Внезапно еще больше черной чешуи на его теле исчезла, и он был вынужден остановиться. Патриарх холодного пламени, увидев это, обрадовался, на мгновение остановился, чтобы перевести дух, и призвал синюю пилюлю, излучающую грозную звездную силу. Он, не колеблясь, проглотил пилюлю, а затем направил свое искусство происхождения Великой Вселенной, чтобы переварить ее, и звездный свет, исходящий от его тела, мгновенно стал значительно ярче, после чего он продолжил подниматься по лестнице. В глазах Сюэханя мелькнул холодный блеск, и он резко поднял обе руки, а затем быстро защелкал пальцами. Из кончиков его пальцев мгновенно вылетело 10 тонких черных нитей, прежде чем исчезнуть во вспышке света. В следующее мгновение 10 черных нитей появились позади патриарха холодного пламени без всякого предупреждения, а затем с ужасающей скоростью устремились прямо к его спине. Однако, в этот момент серебряную лестницу окутал слой ярко-желтого света, и на черные нити начала действовать грозная сила тяжести. 7 черных нитей мгновенно отклонились от своих первоначальных траекторий, но остальные 3 все еще неслись прямо к патриарху холодного пламени. Выражение лица патриарха холодного пламени резко изменилось, когда он почувствовал это, и он с криком тревоги уклонился в сторону. Однако, несмотря на все его усилия, он не смог увернуться от 3 черных нитей, которые пробили защитный духовный свет вокруг него, прежде чем пронзить его тело, а затем яростно взорвались. В его теле мгновенно образовались 3 огромные дыры, из которых хлынула кровь.
Он с мучительным криком упал на колени, и Хань Ли и Сюн Шань, услышав это, немедленно обернулись. Что касается Сюй Ханя, то он выглядел весьма удивленным, по-видимому, ошеломленный тем, как легко удалась его внезапная атака. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, прямо над ним внезапно раздался оглушительный взрыв, и из ниоткуда появилась толстая красновато-фиолетовая молния, которая с грозной силой ударила его. Все его тело мгновенно залило сияющей молнией, и раздался леденящий душу крик, который резко оборвался. Тело Сюй Ханя было разорвано на части молнией, и его зарождающаяся душа вырвалась из разрушенных останков, только чтобы быть мгновенно уничтоженной молнией. Все это произошло настолько внезапно, что Хань Ли застыл на месте в изумлении, но, естественно, был весьма рад, что Сюй Хань был уничтожен. Вот дурак. Холодно усмехнулся Сюн Шань, затем, не обращая больше внимания на то, что происходит позади него, продолжил подниматься по лестнице. Было ясно, что на лестнице действовало какое-то запретное ограничение, препятствующее битвам. Хань Ли, вместо того, чтобы последовать за Сюн Шанем, остался на месте, бросив взгляд на патриарха Холодного Пламени, который только что получил чрезвычайно тяжелые ранения, но был весьма рад, увидев гибель Сюй Ханя. Он дрожащей рукой достал багровую пилюлю, а затем проглотил ее, и его тело мгновенно окутал слой ярко-багрового света. 3 дыры в его теле быстро зажили, после чего он, шатаясь, поднялся на ноги. Однако Хань Ли видел, что внутренние травмы патриарха Холодного Пламени все еще далеки от исцеления, и, скорее всего, потребуется некоторое время, прежде чем он сможет продолжить подниматься по лестнице. К счастью, остальные культиваторы секты Призрачного Вопля были все еще очень далеко, и это должно было дать патриарху Холодного Пламени достаточно времени, чтобы прийти в себя. Думая об этом, Хань Ли уже собирался продолжить подниматься по лестнице, как вдруг выражение его лица резко изменилось. Глава 420. Достижение вершины. Когда красновато-фиолетовая молния рассеялась, стали видны сильно поврежденные останки Сюй Ханя. Однако, это было не тело. Вместо этого это была темно-красная деревянная марионетка с таинственными узорами, выгравированными на всех ее частях. Неподалеку от деревянной марионетки стоял никто иной, как Сюй Хань, и его лицо было немного бледным, но в остальном он был совершенно невредим. Выражение лиц патриарха Холодного Пламени и Сюн Шаня мгновенно сильно изменилось, когда они увидели это. Эта кукла-подмена, Сюй Хань призвал пилюлю, которую тут же проглотил, и его бледный цвет лица быстро восстановился. Я не ожидал, что здесь будет такое ограничение, но не беда. Есть много способов убить человека, не нападая на него напрямую, холодно усмехнулся он, затем снова начал медленно подниматься по лестнице. Патриарх Холодного Пламени содрогнулся и поспешно попытался встать, но едва он поднял ногу, как на его лице появился неестественный румянец, и он, извергнув изо рта полный рот крови, снова бессильно упал на землю. В его глазах появилось отчаяние, и в порыве безысходности он повернулся к Хань Ли и взмолился посредством голосовой передачи: «Спасите меня, товарищ Даос Хань». Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился, но остался невозмутим. Ему уже было довольно трудно нести Луи Цин, и если бы он взвалил на себя еще одну ношу, то он бы ни за что не смог добраться до вершины лестницы. Последний проблеск надежды в глазах патриарха Холодного Пламени угас, когда он увидел выражение лица Хань Ли, но в следующее мгновение его, казалось, внезапно осенила какая-то мысль. «Товарищ Даос Хань, вы хотите получить вторую половину искусства происхождения Великой Вселенной?» — спросил он взволнованно посредством голосовой передачи. Хань Ли, услышав это, слегка изменился в лице, подавив собственное волнение, и спросил: «Оно у вас есть?» «Нет, но если вы спасете меня, я смогу отвести вас к нему», — ответил патриарх Холодного Пламени. Хань Ли поднял бровь, услышав это. «Вы хотите сказать, что вторая половина техники совершенствования находится в этом дворце Легкого Мороза?» «Совершенно верно. Каменная плита, на которой записана первая половина искусств происхождения Великой Вселенной, на самом деле была получена мной после того, как я случайно активировал ограничение во Дворце Легкого Мороза, и главная причина, по которой я пришел сюда в этот раз, это получить вторую половину. Это место чрезвычайно секретное, поэтому вы ни за что не сможете найти его без меня», — ответил патриарх Холодного Пламени. Хань Ли не ответил сразу, на его лице появилось задумчивое выражение, пока он размышлял о правдивости утверждений патриарха Холодного Пламени. Судя по разговору патриарха Холодного Пламени и Сюн Шаня, который состоялся ранее, оба они, похоже, получили значительные награды в прошлый раз, когда посещали Дворец Легкого Мороза, и патриарх Холодного Пламени однажды сказал ему, что получил искусство происхождения Великой Вселенной в секретном районе, поэтому не так уж надуманно было предположить, что это тот самый секретный район, о котором он говорил.
Более того, каменная плита, на которой была записана первая половина техники совершенствования, ранее резонировала со звездным световым барьером, что указывало на то, что между этим местом и искусством совершенствования определенно существует какая-то связь. Учитывая это, утверждения патриарха Холодного Пламени очень походили на правду. К этому времени Сюй Хань уже преодолел около дюжины ступеней, и он был недалеко от патриарха Холодного Пламени. Патриарх Холодного Пламени запаниковал, увидев это, и поспешно продолжил: «Вы подозреваете, что я лгу, чтобы спасти себя? Я готов поклясться своей жизнью. И если я лгу вам, то пусть меня будут терзать внутренние демоны, и я умру самой мучительной смертью из всех возможных». Услышав это, Хань Ли, наконец, принял решение. «Хорошо, на этот раз я вам поверю. «Подожди меня здесь», — сказал Хань Ли, опуская Луи Цин на каменную ступеньку, а затем направился к патриарху Холодного Пламени. Луи Цин немедленно кивнула в ответ и послушалась, оставшись стоять на каменной ступеньке. Спускаться по лестнице было гораздо легче, чем подниматься, и Хань Ли в мгновение добрался до патриарха Холодного Пламени, подхватил его и тут же вернулся тем же путем, которым пришел. Сюй Хань был в ярости, увидев это, но Хань Ли и патриарх Холодного Пламени были все еще вне досягаемости, и он не смел предпринимать никаких дальнейших атак, поэтому он мог лишь наблюдать, как они удаляются от него. Тем временем в глазах Сюн Шаня мелькнула насмешка, когда он стал свидетелем действий Хань Ли. Возможно, он и мог донести до вершины одного человека, но, по его мнению, нести двух человек ничем не отличалось от самоубийства для простого истинного бессмертного. Вскоре Хань Ли достиг той же ступеньки, что и раньше, и оттуда он также подхватил Луи Цин. Когда на его плечах оказалась ноша из двух человек, его тело мгновенно слегка пошатнулось, что встревожило патриарха Холодного Пламени и Луи Цин. Хань Ли глубоко вдохнул, затем начал читать заклинание, и его тело окутал слой ослепительного фиолетово-золотого света. Тут же появились несколько проекций истинного духа, прежде чем исчезнуть в его теле, и он мгновенно увеличился в несколько раз, а его кожа покрылась слоем фиолетово-золотой чешуи. В то же время на его теле появились еще два набора голов и рук. 6 руками он подхватил патриарха Холодного Пламени и Луи Цин, а затем снова начал подниматься по лестнице, и по сравнению с предыдущим разом он ничуть не замедлился. На лице Сюй Ханя появилось недоверчивое выражение, увидев это, и то же самое произошло с Сюн Шанем, который изумленно посмотрел на Хань Ли, прежде чем отвел взгляд, и продолжил подъем. «Ваша физическая сила необычайна, собрат Даос Хань. Я искренне восхищен», — похвалил патриарх Холодного Пламени, в его глазах мелькнуло изумление. «Не стоит льстить мне, товарищ Даос Холодного Пламени», — равнодушно ответил Хань Ли. «И у меня к вам есть вопрос». На лице патриарха Холодного Пламени появилось слегка смущенное выражение, и он сказал: «Задавайте, собрат Даос Хань. Ранее вы назвали человека позади нас Сюй Ханем. Мы оба участвовали в битве у секты священных марионеток, может быть, это тот же Сюй Хань, что был тогда?» — спросил Хань Ли посредством голосовой передачи. Патриарх Холодного Пламени, услышав это, слегка изменился в лице и помолчал, прежде чем кивнуть в знак подтверждения. В глазах Хань Ли мелькнуло замешательство. В таком случае, все эти остальные культиваторы секты призрачного вопля тоже используют фальшивые имена, товарищ Даос Хань. Ради вашего же блага, лучше знать об этом деле как можно меньше, многозначительно ответил патриарх Холодного Пламени. Вы правы, мне было просто любопытно, с улыбкой ответил Хань Ли, а затем больше не задавал вопросов. Тем временем Хань Ли уже преодолел еще несколько ступеней, и ему оставалось всего 40 ступеней до вершины. Сюй Хань остался далеко позади, в то время как Сюн Шань продолжал неуклонно продвигаться и уже почти достиг финиша. Хань Ли с серьезным выражением лица наблюдал за ступенями впереди. Эти оставшиеся ступени были самыми трудными для преодоления, и он не смел относиться к ним легкомысленно. Фиолетово-золотой свет продолжал струиться по его телу, пока он стабильно поднимался по лестнице, и, преодолев еще около дюжины ступеней, он, наконец, замедлился, вынужденный делать короткие перерывы на каждой ступеньке. То же самое происходило и с Сюн Шанем. Сила тяжести здесь была невероятно сильной, настолько, что даже воздух неумолимо гудел. Хань Ли выглядел немного уставшим, и фиолетово-золотой свет, исходящий от его тела, также непрерывно мерцал. Луи Цин и патриарх Холодного Пламени, увидев это, не могли не почувствовать беспокойства. «Товарищ Даос Хань, как насчет того, чтобы вы оставили одного из нас и отнесли другого наверх, а потом вернулись и повторили процесс?» — предложил патриарх Холодного Пламени. «Это займет слишком много времени». «Будьте уверены, для меня это все еще не слишком тяжелая ноша», — ответил Хань Ли, и, сказав это, поднялся на еще одну ступеньку. Веки Сюн Шаня слегка дернулись, когда он краем глаза наблюдал за Хань Ли, и он тоже сделал еще один шаг.
Тело Ханьли слегка дрожало, и он, глубоко вздохнув, собрался с силами, прежде чем сделать еще один шаг. Вершина уже была в пределах досягаемости, и чем скорее он доберется до вершины, тем скорее сможет приступить к поискам сокровищ. Поэтому они с Сюншанем решили сделать последнее отчаянное усилие. Сила тяжести на последних 10 с лишним ступенях была настолько велика, что им обоим потребовалось целых 15 минут, чтобы добраться до вершины, и в тот момент, когда Ханьли ступил на вершину, сила тяжести мгновенно вернулась в норму, и он почувствовал себя легким, как перышко. В результате он невольно подпрыгнул на 30 метров, прежде чем снова приземлиться на землю. Несмотря на то, что он поднимался по лестнице как можно быстрее, ему пришлось выдерживать в 3 раза большую силу тяжести из-за 2 человек, которых он нес, поэтому Сюншань смог добраться до вершины раньше него. Он облегченно вдохнул, затем обернулся и увидел, что Сюйхань все еще находится в 15 ступенях от него и с яростью смотрит на него. Ханьли отвел взгляд, прежде чем опустить патриарха холодного пламени и Луи Цин, а затем вернулся к своему нормальному облику, бросив взгляд вперед. Прямо перед ним были фиолетовые врата высотой в несколько сотен метров, по обе стороны которых находились колонны с обвивающими их золотыми драконами, и каждый из золотых драконов держал во рту золотую жемчужину. Над вратами не было никакой надписи, только изображение ледяного поля, довольно грубое, но в то же время каким-то образом чрезвычайно реалистичное. По обе стороны от врат находилась высокая фиолетовая стена, которая простиралась вдаль, насколько хватало глаз. Ханьли взглянул на фиолетовые врата и стены по обе стороны от них и обнаружил, что это совершенно обычные постройки, не излучающие никаких колебаний духовной силы, а жемчужины дракона, зажатые в пастях 2 золотых драконов, были всего лишь обычными украшениями. Единственное, что привлекло внимание Ханьли, это изображение огромного ледяного поля, которое напоминало ледяное поле, через которое они пролетали по пути сюда. Друзья, эти главы — физика против воли. 10 тысяч серебряных ступеней полностью блокируют магию. Работают только мышцы и плоть. Сюйхань нарушает правила, пускает магическую атаку. Пурпурная молния разрывает его в клочья за долю секунды. Спасает кукла-подмена ценой части культивации. Среда не прощает жульничества. Каждый адаптируется по-своему. Сюйхань глотает пилюлю и становится полудраконом. Сюньшань превращается в золотого архата. Хань Ли берет 3-головую форму и тащит наверх и Луэй Цин, и раненого патриарха. Не альтруизм, а инвестиция во вторую половину искусства Великой Вселенной. Холодный расчет на пределе возможностей. На вершине гравитация резко отпускает, тело-пружина подбрасывает его на 30 метров. Перед ними 100-метровые фиолетовые врата с золотыми драконами. Без замков, без стражей. Только фреска с ледяным полем, которое они уже пересекали. Готовлю продолжение.